Ты уже много раз слышал об этом. Чистота, намерение, реальность как отражение. Но это может показаться слишком красивым, чтобы быть правдой, или слишком эзотеричным, чтобы быть практичным. Но мы покажем тебе, почему это не теория, почему это работает. На уровне мозга, на уровне материи, на уровне тебя. Это не эзотерика, не метафора и не философия. Это физика, но не та, что объясняют в школе. На этом канале мы используем принципы, которые работают глубже слов: квантовые законы, нейропластичность, наблюдение как акт творения. И сегодня мы покажем тебе, почему это не просто красиво звучит, а почему это действительно работает. Когда физики заглянули в глубинную структуру материи, они увидели странное. Частица существует только, когда ее наблюдают. Пока ты не смотришь, она не там, она везде. Это называется суперпозиция. Но мы называем это по-другому. Это потенциальность. Это пространство вариантов. Это состояние до выбора. Именно поэтому намерение меняет поле. Не потому что это магия, а потому что ты — точка фокусировки вероятностей. Но чтобы понять, почему это работает, нужно вспомнить, как устроена реальность. Не снаружи, а изнутри. Начнем с самого главного закона — закона наблюдателя, из квантовой физики. То, что ты наблюдаешь, проявляется. Все остальное остается в потенциальности. Когда физики впервые столкнулись с квантовой запутанностью и эффектом наблюдателя, они были в шоке. Частица выбирает свое состояние не заранее, а в момент наблюдения. Именно в этот момент, когда ты смотришь, ожидаешь, фокусируешься, происходит фиксация реальности. Это и есть закон наблюдателя. Но здесь есть важная мысль. Это не ограничивается субатомными частицами в лаборатории. Это не только в микромире. Суть в том, что вся твоя реальность, от общения до самочувствия, от финансов до здоровья, тоже откликается на внимание и проявляется в том виде, в котором ты на нее смотришь. Как это работает в жизни, без терминов? Ты просыпаешься с мыслью: опять этот день, опять все то же самое. Ты только что зафиксировал реальность как повторение, и все, что будет происходить дальше, будет подстраиваться под эту настройку. Ты фокусируешься на чьем-то недостатке. Он вечно критикует, он меня не ценит. Ты усиливаешь этот аспект. Ты начинаешь видеть только это. Даже если он изменится, ты это не заметишь, потому что наблюдаешь сквозь фильтр. Ты решаешь: я хочу видеть другое, хочу видеть не угрозу, а возможность. Пространство начинает сдвигаться. Ты начинаешь замечать другое. Сначала чуть-чуть, потом устойчиво. Что ты реально создаешь? Ты не создаешь дом из воздуха или машину из мантры. Ты создаешь фокус внимания, а это равно реальность. Состояние, в котором одни события к тебе прилипают, а другие нет. Интерпретацию, которая становится твоей правдой. Как это знали древние и что они говорили об этом? Будда говорил: «Мы — то, что мы думаем. Все возникает с мыслью. Мысли создают мир». Даосы не делили внешнее и внутреннее. Они просто смотрели, как внимание создает поток. А суфии учили: ты видишь то, что уже живет в тебе. Очисти свое зеркало, и реальность изменится. Как применить это прямо сейчас? Первое. Отследи автоматическое наблюдение. Что я сейчас фиксирую в реальности? Ты замечаешь раздражение, сомнение, страх. Все это твой луч. Второе. Сдвинь внимание сознательно, не борись. Просто скажи: я выбираю видеть, что еще возможно здесь. Это звучит просто,
но запускает другую волну. Третье. Повторяй это несколько раз в день. Мир не обязан мгновенно перестроиться. Но если ты регулярно сдвигаешь фокус, ты смещаешь точку наблюдения, а с ней и свой сценарий. Вывод. Закон наблюдателя – это не про физику в лаборатории. Это про то, что твое внимание – это инструмент настройки реальности. Не просто восприятие, а создание. И ты используешь его каждый день. Вопрос в том, осознанно или нет. Реальность содержит бесконечное число вариантов, и они существуют одновременно, до момента выбора. В квантовой механике суперпозиция – это состояние, когда система находится во множестве возможных состояний одновременно. Только акт наблюдения приводит ее к одному, выбранному результату. В жизни ты одновременно можешь быть смелым и испуганным, открытым и закрытым, сильным и ранимым. То, что ты поддерживаешь вниманием, и станет твоей активной версией. Остальные останутся тенями. Это не духовная метафора, это то, как работает сознание. Переход к практике. Ты не выбираешь из двух вариантов. Ты выбираешь, кем ты становишься, и под это уже подтягиваются события. И суперпозиция не снаружи, она внутри тебя. Ты не выбираешь из двух дорог. Ты становишься тем, кто идет, и дорога появляется. Внутри тебя всегда больше, чем один путь. Квантовое туннелирование – это когда система может перескочить из одного состояния в другое, минуя препятствия. В квантовой физике частица может туннелировать сквозь энергетический барьер, который она, казалось бы, не может преодолеть. Это происходит не за счет силы, а за счет вероятности. В жизни ты можешь выйти из старого сценария не через борьбу, а через внутренний сдвиг. Не победить проблему, а оказаться в слое, где эта проблема больше не имеет силы. Бытовой пример. Ты долго борешься за принятие, доказываешь, отстаиваешь границы. Потом перестаешь участвовать, и вдруг все исчезает. Ты не решил ситуацию. Ты вышел из нее, как волна выходит из фазы. Квантовая запутанность – это когда связанные системы остаются связаны на любом расстоянии. Если две частицы были связаны, то изменение одной тут же отражается на другой, независимо от расстояния между ними. Это пугает физиков, но очень хорошо понимается душой. В жизни ты связан с людьми, местами, выборами, состояниями. Ты чувствуешь звонок до звонка, слышишь мысли близких. Это не выдумка, это квантовая нелокальность. Применение. Когда ты меняешь свое состояние, это чувствуют другие. Ты не обязан объяснять, ты просто вибрируешь иначе. Это и есть сдвиг поля. Принцип неопределенности Гейзенберга. Ты не можешь одновременно точно знать и где ты, и куда ты идешь. В физике невозможно точно измерить и положение, и импульс частицы. Чем четче ты знаешь одно, тем менее определено другое. В жизни. Когда ты точно пытаешься продумать путь, ты теряешь чувствование. Когда ты идешь через доверие, путь не ясен, но движение живое. Это важно. Не все, что ты не понимаешь, хаос. Некоторые вещи можно пройти только с доверием, а не с контролем. Когерентность из квантовой оптики и нейрофизиологии – это когда элементы системы входят в согласованность, они усиливают друг друга. Это и физика лазера, и биология сердца. Когда мозг, сердце, тело, внимание находятся в согласии, поле становится четким, реальность – отзывчивой. В жизни, когда ты думаешь одно, говоришь другое, чувствуешь третье, все распадается, но когда ты в согласии с собой, даже без слов, ты начинаешь влиять. Практика. Простое дыхание через сердце. Простая фраза «что я на самом деле сейчас чувствую» запускает когерентность, и поле уплотняется.
Ты только что увидел суть. Все эти странные, сложные, на первый взгляд, ненаучные принципы – наблюдение, суперпозиция, туннелирование, запутанность, когерентность – говорят об одном и том же. О том, что ты не фиксирован, о том, что реальность не твердая, о том, что все зависит от того, в каком состоянии ты находишься в момент выбора. Реальность не приходит сама по себе. Она откликается на то, кем ты являешься внутри. Ты можешь переключиться, ты можешь выйти из старой линии, ты можешь быть в разных сценариях, просто меняя точку восприятия. Не потому что Вселенной все равно, кто ты, а потому что ты и есть центр той самой Вселенной, которую проживаешь. Мы не меняем внешнее, мы меняем чистоту своего состояния. И это не поэтика, это чистая, живая физика восприятия. А теперь давай опустимся глубже, в тело, в мозг, в биологию. Потому что следующий уровень – это нейропластичность. То, как твои выборы и состояния начинают буквально переписывать твой мозг. И с ним всю твою судьбу. Сегодня мы используем другие слова, но суть осталась. Реальность – это не то, что происходит с тобой. Это то, на чем ты удерживаешь взгляд. То, чему ты позволяешь быть. Следующий шаг – понять, что происходит внутри твоего мозга, когда ты это делаешь. Потому что то, что ты фокусируешь снова и снова, становится не просто убеждением, оно становится частью твоей биологии. И об этом говорит нейропластичность. Что происходит, когда ты снова и снова выбираешь одни и те же мысли, одни и те же реакции, одни и те же состояния? Происходит перестройка, не метафорическая, а буквальная, на уровне мозга. Это называется нейропластичность. Когда-то ученые считали, что мозг – это фиксированная структура, что после определенного возраста все закреплено. Но сейчас мы знаем, мозг меняется каждый день. Каждый раз, когда ты фокусируешь внимание, делаешь выбор, переживаешь чувства, ты встраиваешь это в свою нейронную архитектуру. Именно поэтому привычка – такая мощная сила. То, что повторяется, становится устойчивой цепочкой. То, что осознается, может быть изменено. Но здесь самое главное – не мысли создают нейропластичность, а состояние, с которым ты мыслишь. Недостаточно думать позитивно. Если внутри страх, зажатость, обида, никакая аффирмация не сработает. Нейропластичность активируется только тогда, когда включается новое состояние. Это значит, ты не просто думаешь иначе, ты чувствуешь иначе. Не просто борешься со старым. Ты входишь в новое ощущение себя. Представь, что ты утром автоматически хватаешь телефон. Новости, сравнения, стимулы, тревога. В этот момент ты уже запускаешь нейросеть тревожного фона. Каждый день те же мысли, те же ощущения, те же нейроцепи. Ничего не меняется, потому что вход одинаков. Теперь представь, что ты делаешь по-другому. Ты проснулся и не касаешься внешнего. Ты 30 секунд держишь внимание внутри тела, слушаешь себя. Не с мыслью, что делать, а с тишиной, что есть. Это не духовная практика, это переключение системы. В этот момент начинают включаться другие области мозга, те, что связаны с креативностью, наблюдением, интеграцией. Ты буквально выходишь из старой нейронной петли. Сначала это хрупко, необычно, нестабильно, но если ты возвращаешься к этому снова и снова, новая цепь укрепляется, и вот уже не ты цепляешься за старое, а старое больше не держит. Так происходит настоящая трансформация. Не через усилие стать лучше, а через сдвиг внутренней чистоты, который переписывает не только восприятие, но и твой мозг, твою биохимию, твою судьбу. А дальше еще глубже. Потому что оказывается, что даже твои гены не приговор. Они кнопки. А ты тот, кто решает, какие из них будут активны. И это уже не нейро, а эпигенетика.
Долгое время считалось, что гены – это судьба, что если у тебя плохая наследственность, ничего не изменить. Ты просто носитель, программа уже запущена. Но оказалось, что гены – это не сценарий, это кнопки, а включаются они не сами по себе, а в зависимости от среды. И эта среда не только физическая, это и твои чувства, твое мышление, твое состояние. Эпигенетика – это наука о том, что твоя биохимия, твои эмоции, твой образ жизни влияют на то, какие гены активируются, а какие остаются молчащими. Это значит, чувство вины может активировать программу самонаказания, вплоть до болезни. Постоянное напряжение может запускать воспалительные процессы, даже если ген болезни не был активен десятилетиями. И наоборот, состояние доверия, благодарности, глубокой тишины может отключить то, что казалось вшито навсегда. Твоя ДНК как музыкальный инструмент, а ты не слушатель, ты тот, кто на нем играет. Ты можешь жить, повторяя одни и те же ноты, а можешь начать играть совсем другую мелодию, просто изменив внутреннее звучание. Не нужно лечить карму. Иногда достаточно перестать быть в стрессе, и уже через 72 часа начинают изменяться гормональные уровни, иммунные маркеры, качество сна, работа органов. Это не чудо, это эпигенетика. И когда ты соединяешь это с вниманием, с фокусом, с точкой выбора, ты становишься не исправляющим себя, а тем, кто действительно переписывает свою линию судьбы на всех уровнях. Но как выйти из старой линии, не просто теоретически, а на практике? Как перестать бороться и просто оказаться в другом состоянии? Ответ приходит оттуда, куда наука еще только подбирается, из самого странного закона туннелирования. В классической физике, если перед тобой стена, ты должен либо ее обойти, либо разрушить. В квантовой частица может просто оказаться по ту сторону, не объясняя как. Это называется квантовым туннелированием и звучит как фантастика, но если ты хоть раз чувствовал, что внезапно все сдвинулось, что раньше ты бился, объяснял, боролся, а потом просто вышел, как будто больше не в том поле, значит, ты уже был в этом состоянии. Туннелирование – это переход без борьбы, сдвиг без конфликта, появление в новой линии реальности не через победу, а через то, что ты просто больше не участвуешь в старой. Снаружи все может выглядеть так же, те же люди, те же стены, те же слова. Но внутри ты уже не реагируешь, не цепляешься, не поддерживаешь напряжение. И тогда система распадается, потому что она питалась именно этим. Твоим участием, твоим вниманием, твоей включенностью. Это не пассивность, это смена слоя. Ты не вышел победителем, ты просто перестал быть частью конфликта. И как частица, которая оказалась по другую сторону стены, ты начинаешь видеть другие возможности, другие состояния, другую плотность событий. Это невозможно объяснить логикой, но можно ощутить через внутренний сдвиг, через ощущение «я больше не там». И это не требует времени, это требует решения, не мысленного, а телесного, настоящего, вибрационного. Ты чувствуешь, и ты уже в другой частоте. В квантовой физике есть странное явление. Если две частицы были когда-то связаны, они остаются связаны, даже если между ними миллионы километров. Изменение в одной тут же отражается в другой. Это называется квантовой запутанностью. А теперь забудь про частицы и просто вспомни то, что чувствовал ты сам. Ты вспоминаешь человека, и вдруг ловишь запах. Или чувство в теле, как будто что-то внутри откликнулось, не воспоминанием, а настоящим. Или вдруг тебе неспокойно, а через 5 минут звонит близкий и говорит: «У меня случилось». Ты уже знал, просто не словами. Это и есть запутанность. Ты связан с тем, к чему был по-настоящему подключен.
через любовь, страх, боль, вдохновение. И даже если вы давно не рядом, связь может оставаться активной. Потому что это не физика, это поле, энергетическая линия, которая продолжает звучать. Но вот что важно. Ты можешь либо бессознательно быть частью этой запутанности, втягиваться, срываться, реагировать, либо осознанно распутывать ее, не отбрасывать, а признавать, отпускать, преобразовывать. Когда ты трансформируешь свою сторону связи, меняется все. Другой человек может это даже не осознавать, но он начинает вести себя иначе, потому что поле уже другое. Это особенно важно в отношениях, в родовых сценариях, в старых травмах. Ты можешь разорвать бесконечную петлю не битвой, не уговорами, а переместив себя в другую частоту связи. Запутанность не враг. Это просто напоминание. Ты влиял и влияешь. Даже на расстоянии, даже без слов, даже молча. В квантовой физике есть правило. Ты не можешь одновременно точно определить, где находится частица и куда она движется. Если зафиксировать положение, теряется импульс. Если отслеживать импульс, расплывается координата. Это называется принципом неопределенности. Но за ним скрывается больше, чем просто формула. Это принцип жизни. Потому что именно так работает реальность, когда ты пытаешься взять ее под контроль. Ты хочешь все знать наперед, все просчитать, все зафиксировать. Но в этот момент ты теряешь сам путь. Потому что движение – это всегда риск, а жизнь – это не контроль. Это танец. Каждый раз, когда ты стоишь перед выбором, ты хочешь гарантию, что все будет правильно, что все сложится, что не будет боли. Но гарантий нет. Есть только ощущение. Вот здесь я живой. Вот здесь я слышу, даже если не знаю. И если ты начинаешь жить из этого состояния, пусть без полной ясности, зато с подлинным присутствием, ты входишь в ту самую реальность, которая складывается не от схемы, а от доверия. Ты не можешь одновременно держать контроль и быть в потоке. Ты либо знаешь заранее, но стоишь, либо идешь, не зная куда. Но именно тогда начинает проявляться то, что иначе никогда бы не появилось. Это и есть магия неопределенности. Ты не управляешь, ты позволяешь. Ты не планируешь шаг за шагом. Ты идешь, и шаги появляются. А дальше глубже. Потому что когда ты все внутри собрал в одно – внимание, тело, сердце, выбор – наступает состояние, которое в науке называют когерентностью. Но для нас это просто. Ты стал собой. И все вошло в резонанс. Когда ты думаешь одно, говоришь другое, чувствуешь третье, реальность распадается. Ты сам становишься внутренне распавшимся. Это называется рассогласование. И в этом состоянии все идет тяжело, медленно, с усилием. Ты будто тащишь себя через день, через задачу, через разговор. Но бывает другое состояние, когда ты не стараешься, а звучишь. Когда мысль, чувство, движение и тишина внутри совпадают. Ты не напряжен, не зажат, не раздвоен. Ты ясен. В науке это состояние называется когерентностью. Это когда мозг, сердце, дыхание, нервная система синхронизированы. Когда твое внутреннее поле начинает вибрировать согласованно, и мир это чувствует. Ты заходишь в комнату, и без слов пространство замирает. Ты просто присутствуешь, и другие начинают менять тон. Не потому, что ты влиятельный, а потому, что ты собран. Когда ты в когерентности, ты не борешься за влияние, ты не ищешь подтверждения, ты не сравниваешь, ты просто есть. И этого достаточно, чтобы все начало двигаться по-другому. В таком состоянии начинают исцеляться отношения, открываться возможности, рассыпаться напряжение, приходить ответы без усилия. Это неудача, это резонанс, и ты можешь его включить прямо сейчас, не через теорию, а через ощущение.
Я выбираю быть в согласии с собой. С этого начинается самое важное, потому что дальше не знание, а внутренний переход, не концепции, а настройка, где уже не ты ищешь ответ, а ответ находит тебя. Ты увидел картину. Это не теория, это не эзотерика, это не набор красивых слов. Это реальность, с которой ты взаимодействуешь каждый день. Наблюдением, состоянием, вниманием, выбором. Квантовые законы, нейропластичность, эпигенетика, туннелирование, нелокальные связи – все это описывает не то, как устроен мир где-то там, а как работает ты. Потому что реальность не снаружи, она в точке твоего восприятия. И ты ее не просто наблюдаешь, ты ее настраиваешь. Не фактами, а собой. Не усилием, а тем, в каком состоянии ты находишься прямо сейчас. Ты можешь переключить все, но ты не можешь переключить мир, минуя себя. Потому что все начинается с того, как ты смотришь, с того, где ты находишься внутри, с того, что ты чувствуешь в момент выбора. А теперь главное. Все, что ты хочешь изменить, уже откликается. Но чтобы войти в это, нужно сначала вернуться. К точке до реакции, до убеждений, до борьбы. В то пространство, где еще ничего не началось. Именно там начинается твой сдвиг. Не когда ты что-то исправляешь, а когда ты останавливаешься и слышишь себя. Сейчас мы проведем тебя в эту точку. Прямо в ней начинается новая линия реальности. Не та, где ты борешься, а та, где ты просто выбираешь с присутствием, с тишиной, с собой. Сейчас не нужно ничего делать. Вообще ничего. Не нужно стараться, не нужно думать, не нужно пытаться понять. Просто будь здесь. Вот прямо так. Без цели, без усилия. Ты слышишь мой голос. Ты чувствуешь свое тело. И где-то внутри тишина. Ты уже в ней. В этой тишине нет ответа. Но и нет вопроса. Нет напряжения. И нет желания понять правильно. Это точка, где все еще не началось, где нет старых ролей, нет прошлого, нет спешки, нет имени. Ты просто есть. И этого достаточно. Побудь здесь. Без задачи. Без духовного смысла. Без формы. Ощути, как реальность отступает. А ты остаешься. Ты до выбора. До реакции. Да правильно. Да надо. Именно отсюда начинается все настоящее.